Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. Зовут меня Женя, вы на моем канале «Счастье в нас самих», и сегодня, как и каждую неделю, прогноз. Самое важное, что было бы здорово вам знать в ближайшую неделю. Сейчас стихия вода, знаки зодиака раки, скорпионы и рыбы. Не забывайте про акцендент. Акцендент, да, влияет на наше состояние, на наш характер, соответственно, на наши мысли, и наши мысли уже влияют на то, что с нами происходит. Поэтому смотрите ваш знак зодиака и знак зодиака вашего акцендента. У меня есть клиенты, знакомые, у которых именно акцендент превалирует в характере и в жизни, не знак при рождении. Поэтому акцендент очень важен. Досмотрите видео до конца. В конце 3 карты на исполнение желаний. Сейчас, в этот раз я использую мою колоду. Решила поменять. И иногда и дополнительный совет. И, конечно же, какой же будет ответ на ваш вопрос, положительный, неположительный, придет, не придет, тоже скажут карты. Ну а сейчас, как и всегда, каждый раз, сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя и, конечно же, обязательно улыбнитесь. Помните, улыбка улучшает жизнь, ну а смех ее продлевает, я имею в виду жизнь. Это доказано учеными, поэтому побольше улыбайтесь и смейтесь, и, соответственно, будет жизнь интереснее и дольше. Ну что, начинаем? По одной карте на каждый знак зодиака и общий совет для стихии. Посмотрим, что же самое важное в ближайшую неделю для раков. У вас прорыв. Возможен прорыв. Тут первое, что я вижу, это межличностные отношения. Это отношения в паре, отношения в семье, между родными, близкими и, конечно же, коллеги, соратники, партнеры по бизнесу. Вот все, что связано с межличностными отношениями, идет прорыв, идет улучшение. Очень важно вам быть более открытыми, эмоциональными тоже. Нельзя всегда скрывать свои эмоции. Эмоции надо показывать, эмоции надо выдавать, потому что если вы зажимаетесь, когда вы скрываете свои истинные эмоции, если вы их не выплескиваете, знаете, вот иногда бывает, что эмоции негативные, и мы их держим в себе. Побейте подушку, побейте грушу. Вот не зря в фильмах вы видите, что иногда в организациях стоят такие, как манекены резиновые, которые можно побить. Это вот для того, чтобы выдать из себя эмоции, чтобы они не грузили вас. Вот могут быть ситуации, в которых вам было бы здорово это сделать, если невозможно выдать свои эмоции кому-то. Ну а если возможность есть высказать и выдать эмоции, это прекрасно. Идет улучшение вашего внутреннего состояния, это еще и для тех, у кого интересует здоровье. Очень важно, когда происходит какое-то заболевание, настроить себя позитивно и на выздоровление. И неважно, ли это простая простуда, или это что-то более серьезное. Ваш настрой очень важен для результата. Ну и работа, карьера, бизнес, если говорить по этой карте, вдохновение. Тут
я вижу, что вдохновение поможет вам тоже сделать большие шаги к достижению, ну и к прорыву. В целом, прекрасная неделя. Кстати, туз кубков – это ваша стихия, это стихия вода. Значит, происходить все будет плавно и гармонично. Скорпионы. Смотрим. Прекрасная неделя для тех, кто ждет повышения по карьерной лестнице, смена статуса. Это имеется в виду, что есть все предпосылки для того, чтобы та должность, которую вы хотели получить, вы получили. Таким же образом, если вы ищете работу, то смена статуса, вы именно получите ту работу, которую вы хотели. Это для тех, кто ждет, это именно не для тех, кто подумывает, а именно для тех, кто уже прошел интервью и ждет ответа. Ответ должен быть положительным, и это принесет смену статуса. Также девятка пентаклей – это очень часто еще и карта невесты. Поэтому для тех, кто ждет предложения руки и сердца, есть возможность, что таковое поступит в ближайшую неделю. Также улучшение общего, можно сказать, общей ситуации, как на работе или в бизнесе, так и в отношениях. И увеличение дохода вот для тех, кто в бизнесе, нельзя сказать, что огромное увеличение дохода, но сподвижки и повышение могут наблюдаться в ближайшую неделю. Для здоровья. Здоровье будет улучшаться. Очень важно, чтобы вы стояли на своем. Знаете, это пентакли, это монеты, это стихия земля, вот это вот уверенность. Ваша уверенность в выздоровлении очень вам поможет. Ну, вроде бы я так, самое важное, уже вам и рассказала скорпионам. Довольно быстро. Давайте посмотрим, на что же обратить внимание рыбкам в ближайшую неделю. Вы ищете ответ не там, где он есть. Вы смотрите не туда, где есть улучшение и продвижение. Вам надо повернуть свое внимание на 180 градусов для того, чтобы ясно увидеть действительно картину, что же происходит, что же за ситуация происходит, по какой причине эта ситуация произошла. Опять же, исходя из настроения, которое я чувствую, ситуация нелегкая и не совсем нравящаяся вам. Тут еще эмоции. Вы под очень сильным, можно сказать, стрессом себя держите, под сильными эмоциями, соответственно, вы, первое, не можете увидеть ясную картину и не можете принять действительно конструктивного аналитического решения. Тут, если, например, раком я говорила, что нужно выдавать эмоции, вам ваши эмоции нужно не подавлять, а повернуть в другое русло. И, конечно же, тут идут эмоции, которые было бы здорово успокоить. И когда вы успокоитесь и сможете мыслить более аналитически и логически, тут логики нет пока, потому что очень сильные эмоции превалируют. Когда вы сможете убрать сильные эмоции и мыслить более конструктивно, знаете, как говорят, не так страшен черт, как его малюют. Вот тут то же самое. Иногда с проблемой надо переспать утро вечера мудренее. Тут это тоже для вот этой ситуации. Когда мы успокаиваемся, когда уходят сильные эмоции, когда включается анализ, мы тогда реально
можем увидеть ситуацию с другой стороны, со всех сторон. И тогда мы можем принять важное, правильное решение, которое приведет к улучшению. Ну и опять же, вы не там ищете улучшение ситуации. Тут еще есть такой момент обвинения. Вы вините кого-то в том, что произошло. И это очень мешает вам решить ситуацию. Ваша обида не дает вам мыслить так, как надо мыслить в данной ситуации. Только отпустив, простив и отпустив обиду и успокоившись, вы тоже сможете увидеть ясную картину и принять правильное решение и начать действовать именно к разрешению проблемы, к переводу проблемы в задачу и, соответственно, к решению. И неважно, какая это проблема. Это может быть связано с работой, карьерой, бизнесом, это может быть связано с межличностными отношениями. Если вопрос стоит о здоровье, страхи, уберите страх, настройтесь на выздоровление, и все у вас будет прекрасно. Ну что, общий совет для стихии вода. Смотрите, анализ – это хорошо, аналитическое мышление, аналитический подход – это здорово, здравый смысл – это здорово, но излишне всматриваться в детали и разбирать проблему по полочкам – это пустое занятие. Оно только вызывает в вас раздражение. Меньше деталей, больше действий, говорит эта карта. И, соответственно, победа будет за вами, когда вы не будете воевать с задачами, с ситуациями, ну и самим собой. Ну что? Загадывайте ваши желания, задавайте ваши вопросы, думайте о ваших целях. Формулировка. Всегда помните о формулировке. Формулировка очень важна. Что сформулируете, то и получите. Иногда лучше, если формулировка неправильная, лучше, чтобы не произошло, потому что в криве в кость не приносит удовлетворения и радости. Ну что, раки? Смотрим. Предвкушайте, мои дорогие. Ответ на вопрос будет в вашу пользу. Предвкушайте, представляйте, что ваше желание исполнилось, что ваша цель уже достигнута, и по этой карте, следуя совету «Предвкушай», ваше желание исполнится. Скорпионы. В ближайшие месяцы ваше желание исполнится. Предвкушайте. Вот это всегда. Вот предвкушай, это такое, что нужно всегда. Предвкушайте, ощущайте, что это уже у вас в руках. По крайней мере, периодически. Мы, знаете, я же знаю, мы не можем постоянно вот держать вот этот в тонусе себя. Но пару раз в день. Представляйте, что ваше желание исполнилось, и чувствуйте, что же произойдет с вами, какие у вас будут ощущения, когда ваше желание исполнится. Ответ на вопрос придет, но не так скоро, как вы хотите. Да, ответ будет положительный для вас, но немножечко наберитесь терпения, придется подождать. Ну, то же самое, желание и цели, все то же самое. Рыбки, смотрим. Да, ваше желание исполняется в самое ближайшее время и самым лучшим для вас образом. Тут я вам уже все предосторожности дала в раскладе. Вот такая неделя идет для стихии вода. Кстати, прекрасная неделя, я смотрю по всем картам. Да, в каждом
позиции у каждого знака зодиака есть свои подводные камни, о которых я рассказала и от которых я предостерегла. Ведь вот эту ситуацию, которая у рыб, можно и обойти. Тут поэтому я и сказала, если что-то происходит, все-таки, да, при всем при том, эмоции надо выдавать, но для того, чтобы мыслить ясно, может быть, как раком, то, что я сказала, раком, побейте подушку или грушу, чтобы выпустить негативные эмоции. Никого не вините. Любая ситуация, все, что с вами происходит, притянули вы сами тем или иным образом мыслями. Поэтому контролируйте прежде всего свои мысли. На сегодня все. Желаю вам, как и каждый раз, счастья по умолчанию. И помните, счастье – это состояние души, и оно не зависит ни от каких внешних обстоятельств. Если вы решили быть счастливыми, будьте. Люблю вас, мои дорогие. Пока.